привет! Сегодня у нас будничный рабочий день. Я вас приглашаю вместе со мной сварить обед. Ну, я поздороваюсь. Поздоровайся. Я дома тоже. Привет. И я вот приехала с работы. У Димы сегодня выходной. И мы решили с ним сварить сегодня кюрбизупе, пюре-зупе. Да тыквенный, да? Тыквенный, да. Ну все, мы начинаем. Но чтобы нам начать, нам нужно найти рецепт кюрбизупе, да, на К. Переходим, ищем. Я его что-то давно не готовила. И так, я сегодня с работы ехала, я говорю, наверное, боль каждой женщины, да, едем домой, что готовить сегодня будем. Поэтому я такая думаю, о, осень, кюрбизупе. Смотри, он по алфавиту. По алфавиту, да, и вот посмотрите даже то, Нет, сколько можно приготовить только на одну букву К. Давай я попробую быстрее. Просто вот так вот сделать. На зухы. И просто сюда. Мне видно, что я там пишу. Так, где? Ах ты, е-моё. Давай я не подержу. получается, да? Ну, ничего, кюрбиз. Зупе. А, стоит уже, да? Вот он. Угу. Да. Так, вот сейчас мы будем пошагово идти. Так. Что там, цвибы, да? Одна головка лука. Давай. 60 грамм там стоит. Видите, как все выстроено. По-быстренькому, да? И по граммам. И посмотрите, Ну как давай быстро, я пока. Надо же как это. быстро мы его сейчас приготовим. Секунду. Да, тара на 0. Кидай сколько. Не вижу, не видно. 80 грамм. Ну, да, пойдет. лука, А, какая разница? лука никогда не 100 бывает можно много. кинуть. Так, что тут у нас стоит? 2 зубчика чеснока. Чеснока. Все, дальше. Ага, сейчас закрывай, да? Сейчас он ее перемолит. Закрой обязательно, то там сейчас это. Да, нет, а почему? А, следующий шаг, да. Нет, так. Так, все, наверное, подожди. 6 Sekunden gedrückt halten. Все. Обычно, что уже фоинсталлиert, да? Посмотрите, за 6 минут, ой, за 6 секунд За 5-6 секунд, но она лук с пока чесноком. разогналась. О, все, сейчас. Газы пошли. Да. Так, идем дальше. Ну, это ты Шпателем сделала. я уже сделала. Кило 200 Тыквы. тыквы. Но я люблю делать мид-картофель. То есть у меня здесь и тыква, и картошка. Потому что когда я делаю с чистой тыквы, для меня это как бы суп получается немножко сладковатый. Да. И есть такие тоже рецепты, где именно картофель мид-кюрбиз, да, ну как пюре зупы получится. Кило 200. Закидывай. Да, у меня получилось здесь 700 грамм тыквы. Ну кидай, мы посмотрим. Не, но я-то вижу уже вместе все, я взвешивала до этого, а я сейчас уже все вместе порезала. У меня здесь 700 грамм тыквы и остаток 500 получается это. картофеля. Ну давай. Кило 215. Все. Так, Давай-ка. подожди, может еще не надо закрывать. Угу. Все, Да. сделали. Да. Да, вот. Закрывай. Закрываем. Ой, что с камерой не это, и дисплей включать, и... секунд, да? 15 секунд. Оно уже установлено скорость, и как нож такой. Ага. Мы уже до этого с вами готовили на этой машине, да, я ей говорила, что это вообще великая помощница на кухне. С ней очень много разных других супов можно приготовить. То есть мы здесь будем и все резать, и все еще и варить. Угу. Так, дальше что у нас идет? Так. И еще раз. Нет, если не надо, то... Ну, в принципе, мелко по... Да, оно же будет вариться Оно там. будет вариться и еще потом дальше Да, это тушиться. не Для нужно, меня, не нужно. да, тут написано, что если вам надо еще измельчить, можете как... ну, Следующий шаг перепрыгнуть. да, все. Давай. То есть вот его и перепрыгивай. Перепрыгиваем? Ну, конечно. Ну, Давай надо. сделаем. Да. Он все равно кремный будет, знаешь. Таня сегодня отработала, а я завтра пойду во вторую смену.
У Димы сегодня как, да, Выходной. выходной, да, у него в будние дни бывает Скажи, что не выходные. приготовил кушать жене? Да, я вот с работы ехала, и вот в Lidl заскочила, тыковку взяла. Ну, покажи, в принципе, как оно вот. Да. Ну да, я представляю, оно сварится, то есть и оно же будет... Ну, мы не по-моему, знаем, мы посмотрим, как оно получится, когда конечно. мы его Мы сварим. же уже готовили подобные Сейчас мы вещи. идем пока шаг пошагово. 75 грамм сливочного масла нам надо. Давай. Так, вот нам надо 75 грамм сливочного масла. Ставим весы на 0. Из холодильника. Вот в чем разница, в принципе, от термомиксов, что она немножко медленнее реагирует. Процессор медленнее. Мне быстрее не надо, я, получается, тоже медленно реагирую. Я сегодня, Мне быстрее не надо. Я сегодня именно видео посмотрел в Ютубе. Там сравнивали вот эту машину, правда, следующего поколения, оно немножко там, процессор чуть-чуть побыстрее. 80. Ну пусть, да. Не буду убирать. Потом от Bosch машину, как он там называется, ну тоже такая же. Мультипульти, смарт. И термомикс последнего поколения. Термомикс 1500 стоит. Bosch тоже 1500 стоит. И вот этот Monsieur Cuisine с Lidl 500 стоит. Да. 1000 евро меньше. А выполняет Ну всё и то же получается, что 12 пунктов получил этот термомикс. Готовит совершенно одинаково эта машина. Декельцу. 10 пунктов получил Bosch, который тоже 1500 стоит, на 1000 дороже. И этот тоже 10 пунктов получил. Дима у нас любит всякие тесты смотреть, вот поэтому тоже, кто смотрел предыдущее видео, что как у меня появилась эта машина, что я ходила на рекламу термомикса и пришла домой с такими глазами, говорю, Дима, нам эта машина нужна дома. И Дима вот залез в интернет и начал вот эти все тесты смотреть. В принципе, прежде чем что-то купить, мы всегда смотрим тесты и обзоры, что говорят люди, как оно работает, потому что купить это одно дело, а второе дело, чтобы это все работало. Я всегда смотрю на Preis-Leistung-Verhältnis. Да. То есть получается, зачем я буду платить 1500? Я ничего не говорю, Thermomix, Bosch, классные машины, но почему они стоят 1500, а это 500? Ну да, и Но этой он у нас машине стоит уже сколько лет? 5 лет он точно стоит. Но. 5 лет он точно стоит. Вот. Сейчас, окей, мы чуть-чуть реже готовим, а вначале мы готовили очень на нем много. Остались просто вот любимые Так, какие-то что блюда. сейчас? Так, смотрите, 7 минут. При 130 градусах 130 градусов. И будет крутиться со скоростью 1, то есть там 10, Всё. да, всего. Все, 7 минут. все. И вот и преимущество. Пусть То есть- варится. Так, на нашем таймере вот осталось минута 20. И вот еще хотела рассказать вам про преимущество этого супа. У нас дети его любят. Они с детского сада приучены. Мы как-то вот не были приучены. Мы из Казахстана сами. Как-то вот что-то тыква прошла мимо нас. И это вот, наоборот, дети приходили с детского сада. Мама, такой вкусный сегодня был обед, нам давали тыквенный суп. Что за тыквенный суп? И вот потом сами мы тоже к нему пришли, так что дети наши сегодня обрадуются. Но они сегодня долго в школе. У Артура экзамены начались, и он в 6 часов вечера сам придет. А Милан у нас до 4:30 в школе. И вот мы 40 секунд осталось, да? 40 секунд. Сегодня, кстати, погода солнечная. Мы хотим еще пообедать с Димой и выйти Да. немножко на прогулку. Быстренько так это Ну, сейчас оно зашло зашло, за да? дом, а вообще сегодня солнечная погода. Да. Сегодня хорошо на Да, улице. у нас шезлончик стоит там. Но Дима у нас завтра заступает на смену. В выходные Дима будет работать, поэтому мы решили сегодня выйти на улицу, раз у Димы выходной, и чуть-чуть погулять, показать вам наш район, где мы живем. да. 2, 1. Готово. Да, он сигналит, естественно, моргает. Так, что мы делаем дальше? Давай. Что там у нас? Эй. Так, ты 1,5 ложки цукор. Зальц, Маленькая, пфеффер, да? цимт, мускат. Вот цимт, я не знаю, у нас есть цимт или нет. Альзо, 1,5 ложки Готовила сахара. ты, да? Да, я была не уверена, что у нас есть цимт. Ну, я нашла Так, цимт. давай, 1,5 чайной Ложки сахара. сахара. Ну, я так все равно, ребят, на Да. глаз. Паст. Есть. Дальше что там у нас идет? 1 зальц. Зальц. Я Соль. без ложки на глаз. Потом половина пфефа. Ну, это понятно. Так, да. Вот все, как я люблю. Что там?
цинк немного. Чуть-чуть цинта. И муската чуть-чуть больше. Да. Мускат я, кстати, призы, даже да? добавляю в в картофельное пюре. Тоже вот здесь стоял рецепт, Да, да. что добавляется мускат. Это вообще такой... Вот его там так мало надо, а вкус совершенно другой. Я знаю, что немцы едят пюре, как вот это картофель-пюре Да? с мускатом. Да. Так, все, да, мы вроде Дальше. все с тобой сделали. Теперь литр. 1 литр горячий. Брю, да, этого бульона этого. Мы вскипятили. Ой, я не вскипятила. Я Ну налила. ладно, давай тогда минутку. Мы подожди. заливаем 1 1 литр. 1000 грамм. воды. 1000 грамм. Не 1 литр, да. Это чуть-чуть меньше. Да, вот я про что говорю, весы немножко реагируют чуть-чуть медленнее. Видно, я не знаю, вот эти цифры. Ну как она медленно реагирует? Ну как она же льется, она же должна как-то прочитаться. Ну, я знаю, что говорю. Ну ладно, хорошо. Так, еще 80 грамм. Ну, неохота перелить. На 5 грамм, ничего страшного. Так, и добавляем мы сюда 2 гемюза. Кубика. Да, 2 гемюза. Галина Бланка. Нет, это не Галина Бланк, это я какой... Нет, это именно овощные, да. Да, это я вот. Овощные. Вот какой у меня Размельчай немножко. гемюза бульон. Кстати, там 40 мл внутри, да? Ну, она все на это было рассчитано. Да, да. Да, рецепты полностью да, адаптированы как на домашнее использование. Так, С учетом дальше. того, что там оно соленый бульон, то есть меньше соли написано будет дать. Так. Дальше. Закрываем. Все, смотрите, 20 ребята, 20 минут. 20 минут 100 градусов. Угу. Нажимай. Все равно будет сейчас Все. крутиться. Оно там внутри крутится уже, то есть мешать не надо. Приготовление в этом тофе. Кстати, большой плюс этой машины, что в термомиксах маленькие топфы. Да. Здесь намного больше. Приготовление на этом герете, на этой машине получается, ну чистая кухня. Чистая кухня. Плитка чистая, все чисто. Плитка чистая, То это есть потом среди дешевле недели это засунул, очень всё. удобно. Пришел, тык-тык-тык, и даже когда вот у тебя, допустим, нету идей, типа, что сегодня готовить, ты даже детям можешь предложить, ну, мол, типа, идите, посмотрите, что вы хотите, я вам приготовлю. И потом мы уже идем шаг по шагу. Ну да, по если рецепту продукты все достаточно и есть, готовим. да. Ну, а иногда, если мы на выходные что-то особенное хотим приготовить, то мы уже подготавливаем заранее, смотрим, что нам нужно докупить. Приправы, кстати, у нас тоже с тобой изначально не все были, а потом мы уже с тобой докупали Да. приправы, то есть у нас Ну есть и все. да, но все равно рецепт можно под себя сделать, как говорится. Ну вот, ну не 1200 мы туда тыквы засунули, Да. а 700. Да. Ну все, ребятки, будем Ждем. ждать. Ждем. Будем ждать. Пошла за стиркой. Тут сейчас уже доготовится. Я чувствую запах Италии. Таня тут замутила уже по-быстренькому детям еще пиццу. Так, прошу туда как ее, господи, ветчиной и грибами. Майс они любят. Ну и моцарелла сверху. Угу. Параллельно. Сейчас она придет, продолжим тогда это. Сейчас, уже все, да, почти 30 секунд. Угу. Так, ребята, все, 20 минут наших прошло, идем дальше. Заны. Саны, Давай, сливки. 300 грамм, да. Как оно выглядит там? Давай Открывай. посмотрим, я-то еще не открывала. Эй, это колпачок, поэтому оно не открывается. Ты не до конца. Да. О боже, что такое? Ну вот, неплохо выглядит. Так, 300 грамм Он еще будет вариться, я так понимаю. сливок. Так, сливки здесь у нас. Я потрясу. Ага. А сколько там? 250, да? 200. 200. Ну только одну, да? Зачем 300? Нет, давай делать 200. Ну давай. У нас там и картошки было, там что-то на 20 грамм или сколько-то там грамм у нас было больше. Угу.
195. А, они обманывают Они в нас магазине, обманывают. да? На стенках все осталось. 5 грамм на стенках 5 грамм на осталось. стенках. Теперь. Так, А отсюда как-то, я не знаю. 270. Ага. Ровно 300. Все, она пикнула, да? Да, ровно Тоже. 300. Дальше что мы Дальше. делаем? Оставляем Опять варится, да? А, нет, перемешивает просто. на 1 минуту. Обязательно, да, это. 1 минуту. Ну, Я тут скорость показал- 3. Скорость 3, потому что Но до этого была скорость он 1. перемешивает, он перемешивает. Да, это сейчас оно будет хорошо, как бы так немножко. Он перемешает сейчас все. А, вот, смотри, держать надо. А, да, У нас столик не такой это с прям. 3 начало, ну, да? Тесто, да. Да, это уже он начинает как бы пюрировать. А, точно? 5. Точно. Значит, варить больше не будет. Значит, варить Мы больше давно не Диму будет. его не готовили, и что-то я, если честно, забыла. Ну да. Само, да, оно. Сейчас немножко шумно, но смотрите, оно стоит очень стабильно, в принципе. Когда тесто месяц, немножко, да, надо придержать. А так нормально Ну, все. потому что мой столик с тобой не такой стабильный. Если бы оно стояло бы здесь, то не надо было бы придерживать. 8 скорость, да? Ну, сейчас прям пюре получится, да? Да. Ага. Дальше. Зitronensaft. Но это не обязательно, это zum Abschmecken. Ну, давай. Давай. Капельку. Я говорю, вот это, Тань, что ты здесь еще докладывала? Я курс снимал. Ага, сейчас. Что ты здесь? Сейчас, секундочку, сейчас лимончик Ну, нарежу. в принципе, я уже увидел. Орегано ты добавила. Ну, сверху я всегда посыпаю Да. уже, когда готово. На базу И я внизу положила томатный, да, это от барилы. барилу, потом я им положила эту шинкин. Пол пиццы я только сделала с грибами, потому что Милан любит с грибами, Артур не любит. С кукурузой они стали любить. Моцарелла кеза и вот сверху орегано, Да. чем больше, тем Да, лучше да. вкусно. Альзо, лимон режем. Чуть-чуть, да, добавить туда, получается. Не, ну ты покапай туда просто, или как? Просто покапаю чуть-чуть. Через эту, да. Вот эта штучка, кстати, тоже Ага, удобная. вот эти Такая, мелочи. открыл туда, раз, закрыл обратно. Да. Дальше я Эти нажимаю. мелочи, они и дают, в принципе, вкус. Еще будет крутиться. 20 секунд. 20 Теперь секунд. с лимоном получается, да? Вот жениться с этими, со вкусами. Вкусы со вкусами будут жениться. Да. 20 минут варила, потом там минута, там 20 секунд. Что это в общей сложности? Мне кажется, в общей сложности Полчаса? 30 минут. Ну и плюс мы подготовили, там кюрбис порезали, картошку Да. порезали 10 минут, да? И суп То есть 30. в общей сложности 40 минут. 40 минут мы потратили. Да. И кухню оставили чистой, это самое Да. главное. Все, Все, в теллеры разливаем и будем кушать. Ну, да. так, ждем, сейчас будем разливать. Да. Вот наша пицца получилась. Деткам вкусненько будет. Пахнет. О-о-о. О-о-о. Да. Но у нас есть свое блюдо. Да. Все. Им осталось, естественно, тоже, да? То много, вот целая чашка получилась. Так, ребята, смотрите, наш суп готовый. Буду пробовать вместе с вами. Раз вы готовили со мной, буду пробовать с вами. Что ты туда положила? Я посыпала сверху немного петрушкой и кинула сюда кюрбис керне. Тыквенные семечки. Тыквенные семечки, да. Тыквенные семечки, да. Суп очень легкий, суп очень душистый, он прям столько вот вкусов отдает. И ты, ну как, ничего конкретного не чувствуешь, но он очень душистый. Вкусненько, да? Он очень вкусный. И полезно. И полезный. С картошкой мне, правда, больше нравится. Когда чистая тыква, он сильно сладкий получается. С картошкой лучше. Но мы все, ребята, обедаем и выдвигаемся по делам, да? Хотим погулять немножко. Да. Погулять, показать Да. вам наш район. Оставайтесь, не переключайтесь. Если вам наш понравился суп, поставьте лайк. Да, мы сейчас покушаем, что я вот так себе сделал. А ты добавил себе еще сливки Сливки, да. и вот такие И бакэпсом, да. Дети тоже с ними Ну, едят. это как тесто все равно, да, такое. Ну, можно сухарики легкое. добавить, например. Кстати, да, дети всегда только вот с ними кушают. Да. Ну все, я сейчас выключаюсь, мы кушаем по-быстренькому, И мы гулять одеваемся, идем. да. Ну все, ребята, мы вкусненько-вкусненько пообедали и
выдвигаемся. Живот полный. Живот полный, с одной тарелочки. Ну, мы выдвигаемся и на прогулку, и по делам, скажем так. Приятное совмещаем с полезным. Куда, Димон, мы идем? Мы идем к оптика. Да. Я говорю, зрение же что-то У Димы что-то резко. хуже. Резко. В смысле, не то, что хуже. Оно стабильно, просто хуже стало, и теперь стабильно так остается. Ну Врачу да. ходил, он проверил, все нормально. Ну, очки теперь надо. Да, у Димы как бы немножко зрение упало. Он купил себе просто очки, обычные очки в магазине купил. Для чтения. Для чтения, да. А как бы чувствует, что он, ну, сам себе это типа прописал. Сходил к врачу, к Аугенарсту. Ну, да, вообще знать, сколько диоптрий там. Да, надо, Аугенарст сколько. сказал, что именно как глаза здоровые, все хорошо, никаких нет, а просто, да, зрение ухудшилось, и вам надо сходить именно к оптикеру, чтобы он вам определил ваше зрение и Ну и заказать сразу очки. заказать сразу очки. Ну и Да. вот так как сегодня солнце, у Димы выходной, Дима завтра, как я сказала, выходит с смены, и мы решили... Так или так? Пойдем так прямо прогуляться. Так, вышли мы из дома, и смотрите, сразу у нас возле дома Шпильпляц. Мы сюда, когда заселились, у нас Милан родился в этой квартире. И нам была лафа 2 минуты, и мы на Шпильпляце. А потом уже, когда Милан немного подрос, уже он сам туда бегал со своими друзьями. 50 метров, наверное, да? Ну, я, да. Ай, что там мне тут на голову присело? 50 Ну, метров. конечно, не трогай. Что там? Респы. Оса была. Всё, да. Нельзя убивать, то штраф будет. Да. Еще и на камеру Сейчас, запечатлеть. а я пусть меня кусает, типа, да? Да. В этом районе мы живем 12 лет. Уже 13. В ноябре. Уже скоро 14 будет. Не-не-не-не. Мы сюда с тобой переехали В ноябре. в ноябре 2012 2012 года. Вот сейчас в ноябре будет 13 лет. В общем, это район новый, он начался строиться, и я очень часто здесь проезжала на велосипеде. И он как бы так... Смотри, он до сих пор строится. Кто-то что-то делает сюда. Нет, это уже они переделочки делают. Ну, понятно. Эти дома все равно стояли уже, когда мы заехали. Когда мы заехали, да, у нас, получается, мы живем раз, два, три. На 4-й улице мы живем, на 4-й. И я вот проезжала здесь частенько на велосипеде. И он прям строился, как грибы. Дом, 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 дом. Ну и тогда мы с Димой запланировали купить квартиру. И я ему говорю, ой, слушай, говорю, там район, говорю, я постоянно проезжаю мимо него. Говорю, что там есть? Ангибот. И начали смотреть, Ангибот был квартиру. И мы решили с Димой на велосипеде проехаться здесь, помнишь? Мы с тобой Да. приехали. А я так говорю, постоянно здесь проезжала и видела. И мы тут с Димой увидели, что здесь будет строиться еще один дом, и там будет продавать квартира. Ну и, в общем, мы приехали. Дима говорит, я здесь никогда жить не буду, здесь так все узко. Помнишь, Дим? Ну да. А смотрите, у нас получается, все упирается это в лес. Вот. Ридливай. Да, все упирается в лес. Мы Подписали тогда этот Кауфертрак тоже в апреле, да? тоже в апреле, Как и эти апартаменты. как и эти апартаменты, да. И это... и мы сюда приехали, я помню, на машине, ты говоришь, не, я здесь никогда жить не буду. Получается, здесь ни деревьев не было, ничего, просто голые дома, да, как грибы настроены, ничего не еще как не обустроено. Ну, и мы, Против солнца не снимай. и мы потом, ну, Дима как бы категорично, Давай, нет, я не хочу, здесь сильно узко, дом в дом дышит, не хочу. Ага. Ну и мы начали в других местах искать. То есть мы искали потом в других местах, и все равно, да, вот получается Цепелин. судьба, Цепелин, Видать, не успел? Успел. судьба, Ага. что мы вернулись к этому Ангиботу. Но наш дом построился очень быстро, он был 6-квартирный. И в апреле На. котлован мы подписали, котлован сделали, и в ноябре, на мой день рождения, да, в ноябре, прям в мой день рождения мы получили ключи. Да. Мы получили ключи и начали заселяться. И вот уже Вагабы было, да, именно? именно, да. Ну И вот сейчас уже в ноябре Голые будет стены. 13 лет. Но мы совершенно не жалеем, что мы здесь купили квартиру в этом районе. То есть все это обустроилось. Деревья начали расти у всех. Ну, зеленый достаточно. Да, он очень зеленый. Конечно, когда он только был новый, еще ни у кого ничего не выросло. Такой у нас была голая терраса. Да потом уже все со временем начали строить. Но я себя здесь ощущаю очень комфортно, как у себя дома. И в чем еще, кстати, преимущество вот в этом районе?
что сюда заселялись практически все, как молодые семьи, с детьми. Все наши дети с детства знакомы, подружились и в садик ходили вместе, и сейчас в школу ходят вместе, и на спортивные секции ходят вместе. Так, ну и вот и смотрите, если мы пойдем в сторону леса, если мы выйдем из дома, мы выйдем на озеро. А если мы пошли вот в эту сторону, вот сколько мы... Центр большой. Вот сколько мы с вами шли. Магазины, Да. рестораны, Так, вот первое здесь кино. мольки. Это шпилехаус для детей. То есть это всякие разные кружки. Да, здесь такой шпилехаус. Наши дети ходят. Ну, Милан сейчас только по средам сюда стал ходить. Здесь Да, ну факт, что да, каждый день, короче, там для разного возраста. Для разного возраста. Для щеглов, там другой день граффити для постарше. вот Милан по средам сюда ходит. Граффити-курс новый начался. Он прям опять радостный. Там кино им показывают. Все. В общем, здесь вот такой детский ферайн, где они ходят просто вечером, играют, развлекаются. И это, кстати, все бесплатно. Здесь что у нас? Бургер Кинг, Медиамарт, кино, Фитнес. Синеплекс, фитнес, боулинг, ресторан итальянский внизу. Потом у нас там коктейль-бар, да? Школа сразу. А, вот, кстати, сразу школа вот здесь стоит, да. А вот сюда, как в район заезжаешь, у нас там, в принципе, все очень тихо и спокойно. Вот, школа большая, Реаль-Шуле. Вот я вспоминала сегодня, Шпорбат построили до короны или после, потому что прям вот что-то так до короны. И... Да, поэтому его, когда этот Шпорбат открыли, корона началась. Его вот и долго не могли стартовать, этот Шпорбат. Вот смотрите, 3 минуты Шпорбат купаться. Вечером классно просвечивается. XX Люц у нас здесь, Оби, Коко, Кауфлан большой. Вот, Оптикер мы идем с тобою. Потом Вот, есть, 200 метров потом. потом там есть у нас 250 не метров. очень большой магазин одежды, вот всякие кафетерии, И оптика там же. да, Бикерай. То есть, в принципе, мы вот 10 минут свободным шагом, спокойным шагом, и мы уже в центре нашего города. Осень началась, все потихонечку желтеет. Красиво. В последние дни, да, Дима, пасмурно было, дождливо, прохладно, поэтому мы сегодня только солнышко почувствовали, мы сразу решили совместить приятное с полезным, прогулку Все, Медиамаркт там что. с делом. Ну да, я его тоже показала. Уже даже жарковато, я скажу. Да? Да. Ну, мы вроде бы не быстро с тобой идем. Не потому что быстро, потому что на улице тепло. Ага. Так, ну все, вот дошли мы до Кауфлянда. Здесь получается такая большая длинная променада. Здесь вот Оби. Очень большой. Мой любимый, но весной, когда мы тут цветочки закупаем. Променада очень большая. Вот тут аптека сразу. Суши. Можно обувь отремонтировать. Здесь магазин обуви большой. Тут уже можно в кафе посидеть, мороженое покушать, коктейль выпить. А, вот Интерспорт у нас есть. Здесь у нас продают золото, бриллианты, кому надо. Золото, бриллианта. Кому что нужно.
Парикмахерская. Тут вот пиццерия у нас. Пекерай. Здесь можно кебаб покушать. Там дальше индийская еда и азиатская. Дальше Поко XX Lutz. Так, вот мы прошли оптику. Дима уже зашел. Пойду к нему туда, если мы сегодня решим выбирать очки, поэтому он говорит, пойдем вместе, чтобы уже выбрали вместе форму. Ну, расскажем, что у нас получилось. Так, ну все, ребята, мы сделали большое дело. Мы выходим с нашего Бодензе-центрум. Я теперь очкарик. Все, заказали Диме очки. Рассказывай. Я теперь очкарик. В общем, через 10 дней где-то примерно они мне имейл пришлют. Угу. Я заберу их. Заплатили 365 евро. Ага. Ну, получается 325 плюс физикум 40 евро. Но они мне, если ничего не случится, их вернут. Ну да, но рама стоила 200. 220, она мне 220 евро скидку Просто сделала. рама, да. Потом Да. Сами стекла стоили 125. 125, да. Пока я такое простое взял, как говорится, да. Ну в общем, да. сначала мне тест сделали. Тест сделали. Тест, ну да, 1,75 у меня вблизи Ага. и как его, ферны или как ее надо, 0, ну, половина, 0,5 Угу. левый этот глаз. Дело не в этом. Ну за То тест. есть очки мне всяко разно нужны были. Это Тань, что такое? Ну, за золотым, получается, ты ничего не заплатил? так Нет, как- я спросил, да, и он и ничего не стоит никогда. Ну, потому Да. что ты купил у них очки, если бы ты у них... Ну, надо было спросить, да, если, то есть могу прийти, просто сделать тест. Это, но у меня же есть ферзихерунг, как дополнительная ферзихерунг от моего работодателя. Да. 220 евро мне должны вернуть из этих 365. Да, он... То есть вообще классно. да, Дима сейчас этот Да. рейк он пошлет к себе на работу. 220 Не ему на работу, прям туда, прям в в Альянс. Альянс, Да. Альянс Ферзихер. Ага. Нет, ну у меня в принципе прописано там, что я имею право очки брать каждый год на 220 евро. В общем, да, Всё. за очки мы заплатили 365 евро. 220 Диме должны вернуть. Ну все, мы довольны, что мы сделали дело. Мы это давно очень планировали сделать. И мы это сделали. Все, ребята, сейчас мы с вами прощаемся, идем домой. До новых встреч, до нового видео. До нового видео, до Да. новых встреч. Пока-пока. Ну мы сейчас зайдем еще в гости к сестре. Тоже там посидим часик, расскажем. И до дому, до хаты. Мы близко живем. Вот вышли Бодензе-центром, с Бодензе-центром ну да. вышли, вот моя Да, сестра живет. Да. Вот в этом доме, А так вот что мы... XX Lutz, der mit dem roten Stuhl. Да. Да. Автобусы наши. Ну все, пока.